Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Известный как актер Энгин Акурик приглашает своих читателей в разные периоды на простом языке в своей второй книге рассказов «Замансис». Напоминает равнодушные, нерассчитанные, сочувственные времена. Это наивные, прямые истории, которые заканчиваются небольшими сюрпризами. Иногда бывают жизни в забытых уголках городов, где никто друг друга не слышит, не видит и живут торопливо и грубо, а иногда бывают жизни, о которых никто не знает, не пытается ограбить или еще не открыл. Мюнир Асколу Аделена Ситли, Сенер Синли Айзенгрудал – это место, где чистая доброта, самый наивный эвфемизм, все случается с тобой, такие вещи случаются, приходи и оставайся. Менталитет сначала чашка чая, все еще кажется странным. Знать. Рассказы Энгина Акурека в «Замансис» приветствуют читателя приветствием. Персонажи его рассказов – старики, юноши, дети, женщины, мужчины, а иногда и кошки, каждый из них похож на самоотверженных, беззаботных, любящих героев тех фильмов, но все же с открытыми венами на пути к сердцу. Темлорс – это сборник из второй истории Энгина Акурека, известного как одного из популярных и востребованных актеров популярных сериалов. В своей первой книге «Молчание» он рассказывал истории в стиле, похожем на тот, который я описал выше. Акурик окончил факультет языка, истории и географии университета Анкары. Его факультет был история, но атмосфера DTCF, в которой люди дышат через письмо, литературу и художественную литературу, возможно, пробудила интерес Акурика к писательству, кто знает. Вне времени это всего 20 историй. Хотя тематического единства нет, в рассказах четко прописано, какой мир, какую страну или, может быть, какие времена несет в себе Акурик. Истории, которые происходят в обычные, повседневные моменты и могут быть прожиты между ними. Например, встретить кошку в дождливый день, возрождение проблем многолетней давности в разных географических регионах по странным совпадениям, усилия детей, которые снаружи выглядят черными, но чьи души изранены, справиться с жизнью или... Очень наивные, очень прямые тексты, но каждый заканчивается маленькими сюрпризами. Хорошо работает чувствующая мышца человека, ваша жизнь часто полна знаков, совпадений и удивительных моментов. Что я думаю на самом деле совпадение, которое случается с теми, кто может видеть. Таковы люди в вечных историях, они умеют видеть, и жизнь иногда бывает грустной, а иногда мир действительно прекрасное место. Он часто шутит, чтобы сказать это. Этот неожиданный вымысел в некотором роде становится главным проводником повествовательного пути Акурика. С другой стороны, у автора простое и прямое повествование, доходящее до читателя, как если бы он рассказывал анекдот. Он не предназначен для углубления языка или придания литературного колорита. Как будто он хочет перенести нас в свое детство, в окрестности фильмов Еселкэм, в чувство детства, которое может остаться на некоторое время среди нас, взрослых. Именно поэтому каждая из вечных историй действительно такова. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Известный как актер Энгин Акурик приглашает своих читателей в разные периоды на простом языке в своей второй книге рассказов «Замансис». Напоминает равнодушные, нерассчитанные, сочувственные времена. Это наивные, прямые истории, которые заканчиваются небольшими сюрпризами. Иногда бывают жизни в забытых уголках городов, где никто друг друга не слышит, не видит и живут торопливо и грубо, а иногда бывают жизни, о которых никто не знает, не пытается ограбить или еще не открыл.
Мюнир Асколу Аделеноситли, Сенерсинли Айзенгрудал – это место, где чистая доброта, самый наивный эвфемизм, все случается с тобой, такие вещи случаются, приходи и оставайся. Менталитет «сначала чашка чая» все еще кажется странным. Знать. Рассказы Энгина Акурека в «Заманс-Зе» приветствуют читателя приветствием. Персонажи его рассказов – старики, юноши, дети, женщины, мужчины, а иногда и кошки, каждый из них похож на самоотверженных, беззаботных, любящих героев тех фильмов, но все же с открытыми венами на пути к сердцу. Тимлорс – это сборник из второй истории Энгина Акурека, известного как одного из популярных и востребованных актеров популярных сериалов. В своей первой книге «Молчание» он рассказывал истории в стиле, похожем на тот, который я описал выше. Акурек окончил факультет языка, истории и географии Университета Анкары. Его факультет был история, но атмосфера DTCF, в которой люди дышат через письмо, литературу и художественную литературу, возможно, пробудила интерес Акурека к писательству, кто знает. Вне времени это всего 20 историй. Хотя тематического единства нет, в рассказах четко прописано, какой мир, какую страну или, может быть, какие времена несет в себе Акурек. Истории, которые происходят в обычные, повседневные моменты и могут быть прожиты между ними. Например, встретить кошку в дождливый день, возрождение проблем многолетней давности в разных географических регионах по странным совпадениям, усилия детей, которые снаружи выглядят черными, но чьи души изранены, справиться с жизнью или... Очень наивные, очень прямые тексты, но каждый заканчивается маленькими сюрпризами. Хорошо работает чувствующая мышца человека, ваша жизнь часто полна знаков, совпадений и удивительных моментов. Что я думаю на самом деле совпадение, которое случается с теми, кто может видеть. Таковы люди в вечных историях, они умеют видеть, и жизнь иногда бывает грустной, а иногда мир действительно прекрасное место. Он часто шутит, чтобы сказать это. Этот неожиданный вымысел в некотором роде становится главным проводником повествовательного пути Акурека. С другой стороны, у автора простое и прямое повествование, доходящее до читателя, как если бы он рассказывал анекдот. Он не предназначен для углубления языка или придания литературного колорита. Как будто он хочет перенести нас в свое детство, в окрестности фильмов Еселкэм, в чувство детства, которое может остаться на некоторое время среди нас, взрослых. Именно поэтому каждая из вечных историй действительно такова. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.